very good Russian. So I will make the presentation and my friend Lena will translate it to you to Russian. Прежде всего, хотела бы поблагодарить вас за участие здесь. И простите меня за то, что я не очень хорошо знаю русский, но мой партнер Лена будет переводить на русский язык. We are Duyar. The company name is Duyar. We are from Turkey, valve producer company. I would like to give this small presentation to you to know better about our company, first 10 minutes, and then we will pass the balancing valve situation. Название компании Duyar. Мы из Турции, и я буду показывать вам эту презентацию. Первая часть, это минут 10, расскажу вам о нашей компании, а затем мы дальше пойдем в следующую часть презентации. We founded in 1965, Мы были основаны в 1965 году, and at the moment the biggest valve producer company of Turkey. и в данный момент мы являемся самым крупным производителем трубозапорной арматуры в Турции. We have more than 300 employees У нас более чем 300 сотрудников, in two production facilities in Istanbul. два производства, находящихся в Стамбуле, в Турции. In 2013 we exported to 55 different countries in worldwide. В 2013 году мы экспортировали в 55 разных стран по всему миру. This is our foundry. Это наше литейное производство, We are making ductile iron and cast iron высокопрочный casting in here чугун, with a 6,000 tons per year casting capacity. около 6000 тонн в год производим. We have automatic molding lines in there У нас some автоматические preparation литейные system линии and a laboratory for testing. по подготовке песка, и также у нас есть лаборатория для анализа We производства. are the biggest valve casting facility in Turkey. Мы являемся самым большим производством по Турции в части чугуна. This is factory. Это наша фабрика. We have 200 employees in here and our head office also in this facility. У нас 200 человек, 200 сотрудников работают здесь, и также 100 сотрудников. И также у нас головной офис тоже здесь. So we are making machining with full automatic CNC machines. We are working with more than 40 engineers, and we have. Мы работаем с более чем 40 инженерами и спринклеры, пожарные системы. And the second section is in here вторая for balancing секция valves, which we are producing. We are making tests in there. Для балансировочных клапанов, которые мы производим мы тестируем их здесь. Serial production testing. Также Each производим valve we are тестирование. producing, we are making serial production tests to each of them. Также производим тестирование серийного производства. Каждый клапан, который мы производим, мы тестируем его здесь. If we look at applications where we are providing the valves, first is И вот HVAC, heating, ventilation and air conditioning. для чего мы производим эти клапана и краны. Это система теплоснабжения, вентиляции и воздушного кондиционирования. From the pump stations until the radiators, because our product range is coming from half inch going up to the M600, it's quite wide range. У нас получается огромный спектр производства, начиная с насосов, заканчивая вот такими системами. И начиная с маленьких полудюймовых, заканчивая высоко... DM600. 600. 600 DN 600. ДН. Мы являемся собственниками этого бизнеса, мы разрабатываем продукцию и сертифицируем ее. Irrigation and water supply for underground applications as here. Система водоснабжения и водообеспечения.
steam applications. Паровые системы. If we look to product groups, Если мы посмотрим на группы продукции, begins from gate valves, начиная с задвижек, butterfly valves, globe клапанов valves, бабочек, шаровых клапанов. ball valves. We have quite wide range of the ball valves, Очень большой у нас and a compact series of the valves. спектр шаровых клапанов. Также у нас есть компактные клапаны. Wafer and black type Межглянцевые of и ball valves. средствовые. Check valves, swing check valves, Обратные dual plane check клапаны. valves, different kinds of the check valves here we are producing. Y type strainer, Фильтры. filter, yes. And the compact strainer which we И developed опять же компактные 2 фильтры, years ago, and it's quite successful now. которые мы запустили 2 года назад и которые сейчас довольно успешно производятся. Balancing valves. Балансирующие We клапаны. are the first and only one balancing valve producer in Turkey. Мы являемся первым и пока единственным производителем балансирующих клапанов в Турции. Flanged one and threaded Глянцевых version. и статических. We have a device, we are importing it from Sweden У нас for есть adjust the valve's flow rate inside. У нас есть специальный прибор, который мы импортируем из Швеции, который как раз соединяется с такими клапанами. And dynamic balancing valves. И динамические клапана. For fire protection, we have wet type alarm valves. Для Fire protection. Для системы пожаротушения у нас есть Well, it's American certification organizations which we have them in our fire protection products. но вот это американские сертификаты, которые мы получили для наших систем пожаротушения. If we look some of the references, here I put only a few of them. So we can begin from this cultural center in Baku, Haydar Aliyev Cultural Center. Если мы посмотрим на некоторые рекомендации, я сюда разместил всего несколько из них, и одна из них это культурный центр в Баку, Sofia Airport in Bulgaria. аэропорт Софии в Болгарии, Few IKEA stores in Russia. несколько магазинов Икеи в России, This is an airport in Tunisia. в Тунисе Al аэропорт. Fihar Airport, yes. This is your shopping, very famous shopping center. Вот ваш очень известный. We Центр assembled торговый. there our balancing valves. Мы собирали там When it балансирующие. was being constructing, I was personally adjusting them in there. Когда была стадия строительства, я лично настраивала эти клапана. I know what is behind the doors in the Я cities знаю, что там за and дверями underground. здания и под них. Tiflis Airport in Georgia, Аэропорт Тифлис в Грузии, Sheraton Hotel in Iraq, Baghdad actually, Шератон отель в Ираке, Rotana Hotel in Dubai, отель в Дубае, Ротана, Sheraton Hotel in Cairo, Egypt, Каир, Египет, Movenpick Hotel in Qatar. отель в Катаре. This is a university in Tripoli, Libya. It already destroyed, unfortunately. I guess they К will. сожалению, этот университет в Ливии, в Триполи, он уже разрушен. A few Ram store shopping centers in several Несколько cities of Russia. торговых центров Рамстор в нескольких городах в России. Rixos Hotel in Almaty. Отель Риксос в Алмате. All valves from us, from that project. Все клапана, все краны там. Pasha Bahçe, this is a glass factory in Bulgaria. We gave the valves. Это фабрика в Болгарии, мы также обеспечили их. Mamur Shopping Center in Almaty, Kazakhstan. Marriott Торговый Hotel in центр в Aktau. Алмате в Казахстане, Мариот, отель в Актау. And there are a lot of more. И там еще очень много. This presentation is over. So if you have any question, I can answer you, or I will pass to another one.
Эта презентация закончена. Если у вас есть какие-то вопросы, можете их задать, или мы продолжим со следующей презентацией. Тут проводить конденсатор. He is from another Turkish company called Ayvaz. Половина шестого, уже 5 часов. So because expansion joint is not our main business, so I can tell you some things about, but it's better to listen to Потому me. что конденсатор это немножко не наш основной вид бизнеса. Я могу вам немного рассказать, но все-таки у него презентация будет более подробная. Вашими представителями здесь является CVL, да? Yeah, in Astana we are working with CVL. Алматы CVL нет? Almaty we have another. Пока нет. Пока нету. Energy efficiency or future energy, whatever you call it. So we picked one of our application which is taking care about system balancing on HVAC systems. Так как тема сегодняшней конференции это эффективность энергии, энергоносителей или будущее энергии, то мы выбрали сегодня одним из направлений нашей презентации балансировочные системы для систем теплоснабжения, вентилирования и воздушного кондиционирования. So in HVAC systems we are using heated or cooled water to climate the rooms or areas, such as here. There is some fan coils over there or here. We are sending cooled water for cooling or hot water for heat this environment. Для таких систем мы используем либо нагретую воду, либо охлажденную воду. Вот, например, для этого помещения, для этого зала. Для того, чтобы кондиционировать этот зал, нужно здесь используются специальные фэн-койлы, в которых вода либо нагретая для того, чтобы было тепло, либо охлажденная для того, чтобы охладить комнату. Yeah. So why we are using system balancing? Simply for supply correct flow to each heating and cooling device. Для чего мы используем эту балансировку системы? Для того, чтобы правильный поток был направлен на каждый охлаждающий или нагревающий прибор. Because of the choosing criteria and the pressure loss on pipes, valves and the other equipments in real, we never can supply exact flow rate to the zones which we calculated in project stage. That means the project guys are drawing some things and making calculations. But in fact, when you make the loop and the pipement, you never get the correct flow which they calculated. Ну, получается, также вследствие потерь на трубах, клапанах и другом оборудовании. То есть мы разрабатываем по проекту один поток. Но получается, что никогда, согласно проекту, вследствие вот таких потерь, такого потока мы не получим точно, такого, который был разработан согласно проекту. For example, if I show you, remember, Например, this is a simple schematic of the system which without balancing. вот простая схема системы без балансировки. You can consider this as a pump, Это and you can насос, consider this the pipement, это труба, and these arrows и вот эти is стрелки. going from bold to thick. You know? И So вот эти that means стрелки, вы видите, они с жирного превращаются в тоненькую. that means when you are going far from the pump, Получается, flow чем дальше rate. от насоса, the flow rate is Скорость dropping and потока. dropping. Okay. она падает дальше от насоса. Yeah. So that means here, if you target to have 20 centigrade temperature, and you will have 17 in here, if you don't make any kind of balancing. Целью нашей является достичь 20 градусов, температуры 20 градусов, плюс 20 градусов в этом помещении, то ближе к насосу будет 24 Примерно. градуса. Примерно. А дальше от насоса будет примерно 17 градусов. To catch
correct 20 degrees, for example, or correct flow on here, you can do like this. You need this flow. To have this flow, you have to choose another big pump to pump the flow until the end with the correct amount. Но чтобы как-то эту ситуацию улучшить, например, чтобы нам получить конкретно вот этот поток и вот эту скорость, нам нужно использовать больше насос, чтобы он больше давал скорости и потока дальше. And this time, the situation you are having really excess flow on these lines. Но в таком случае, получается, будет превышать, именно на этих линиях будет превышать скорость. You need a bigger and more expensive pump. Вам нужен будет больше и более дорогой насос, Spending much more energy. который будет тратить больше энергии. And the equipments in here, like fan coils or radiators or pipes themselves, they will have bigger pressure and their lifetime will decrease. И оборудование, как фэн-койлы, трубы, оборудование, радиаторы, они все будут изнашиваться именно вот на этом участке, и получается они будут недолговечны. You can adjust the balancing with the pipe dimensions, like here. This is very old method, which was especially in Russia. It is so much familiar because they are not using any valves in very old times. They were just adjusting pipe diameters in here, like small, small, big, small, like this, according to flow conditions. Можно, например, применить метод, который используется очень давно в России. Это метод измерения, изменения диаметра трубы. Yeah. То есть будет где-то меньше, где-то больше диаметр трубы. В России этот метод использовался очень давно, так как они не использовали никакие клапана и использовали именно вот этот метод. Yeah. You can not choose correct pipe diameter because, for example, if you calculate 55 millimeters diameter, but in standards you have the N65, so you will not be able to reach correct flow. Но в любом случае достичь именно правильного потока и правильной скорости будет невозможно, потому что даже если вы по результатам проектирования вычислите, что вам нужен диаметр 55 миллиметров, по стандартам вы должны использовать трубу диаметра 65 миллиметров. So you need more material and assembly cost because of the bigger sizes of the pipe. Нужно будет больше материалов в таком случае, и также стоимость сборки будет увеличена из-за того, что изменяется размер труб. And it requires more space for pipe holes. А также необходимо больше места для вот этих труб. So another method is reverse return balancing method. You see here, we are not directly turning back from the line, but we are using an additional pipe here inside one unit like this. Есть также метод обратной балансировки. В данном случае вы не напрямую обратно поток идет, а вставляется еще дополнительный участок вот здесь. So you can supply correct balancing by this method, but with very high costs, I will show you now, and you need more space required for piping. В таком случае можно достичь правильной балансировки, но здесь будет очень высокая стоимость, я покажу вам чуть позже. If you look here, general view, you see the units are here. You need additional pipes in here, and extra pipes, extra money and space. Если сюда посмотреть, здесь получаются дополнительные трубы, и, соответственно, дополнительные трубы, дополнительные деньги, дополнительное место. So, instead of all these methods, we are using balancing. The balancing methods separate to two pieces. One is manual balancing, another one is automatic one. We are beginning now from manual balancing. Вместо вот этих всех предыдущих методов, о которых я вам рассказал, используется метод балансировки, который делится на два типа. Ручная балансировка и автоматическая балансировка. Я начну с ручной балансировки. These in here
the valves which you see with red colors, all of them are one balancing valve. Вот красным цветом здесь отмечены клапана. Все из них, каждый из них это балансирующий клапан. We are using these balancing valves for manual balancing, which basically it is a globe valve with a multi-turn lever. Это получается клапана. Мы используем вот такие клапана. И это обыкновенный кран с поворотом. На поворотом multi-turn. Много поворотов. Много поворотов. Mostly in any brand name, or we are also mostly use from half inch to 2 inch brass or bronze balancing valves like this. Используются клапана, в основном используется размером с полдюйма до 2 дюймов, и это бронза, латунь. Yeah. And from the N40 to 300 we are using the cast iron with flange connection. Для диаметров от 40 до 300 мы используем чугунные краны флянцевые. So on the projects you can see the balancing valves with this or this symbols. На чертежах мы сможете увидеть такие клапана, вот такие символы, которые обозначают эти клапана. So how balancing valves are working? We call the systems which we use the balancing valves as direct returning systems, like here. Water comes from here and comes back and go to pump side again. Мы называем такие системы клапанов прямые возвращающие системы. То есть вода заходит сюда и выходит напрямую. After you assemble the hydraulic modules, like here, if you are, for example, sending 100 liters per second flow from this pipe, and if you adjust the balancing valves as 10 liters per second, 10, 20, 40, and 20 liters per second, like this. Вот некоторые характеристики этих гидравлических модулей. Если, например, мы посылаем воду со скоростью 100 литров в секунду и устанавливаем клапана, например, на этом участке 10 литров в секунду, на этом 10 литров в секунду, на этом 20 литров, здесь 40 литров и здесь 20 литров. When you increase this total flow to 150 liters per second, когда мы увеличиваем скорость потока до 150, общую скорость потока до 150 литров в секунду, then all these units will proportionally increase. И все вот эти участки, на всех участках скорость потока увеличится пропорционально. Ну да, like this 15, 15, 30, 60 and 30 as 50% higher than all these lines. Это получается на 50%, чем на каждом участке. So where and how to put balancing valves on the project? Как и где располагать эти балансирующие краны на чертежах? This is a simple tree view of the units, if you look. And if our pump is in here, Если у нас находится насос здесь, а это трехмерное изображение всего and участка, we should go horizontally and vertically. нам most нужно far. идти горизонтально и вертикально, насколько можно дальше. In here, it's like this. Here, and the most far line is this. This is this purple. The color is purple. We color Фиолетовым this цветом is our отмечена линия, main line. основная линия. Then we are dividing the system Затем мы to the делим modules, систему на модули. yeah, from the beginning of this main line. Okay. Сначала этой основной линии, And then
From most far, we are going closer, 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 И and от самой closer. далекой мы идем ближе и ближе. And each line begins with one balancing valve. It divided to here and then here, like this. И All каждая these ones линия are the начинается с balancing valves. балансирующего клапана. After we assemble the balancing valve, we have to adjust their flow by a flow meter on the field. Как только мы устанавливаем клапан, нужно настроить расход, и на расход настраивается специальным счетчиком. We are beginning from previous, please. Okay. We are beginning from the main line here, Мы начинаем с основной линии здесь, in here, and then the most far, и closer, самой далекой. closer, closer, like this, from far to close. We are С adjusting самого all далекого valves. участка мы настраиваем клапана до самого близкого. От самого далекого идем к самому близкому. The diameters of the static balancing valves is important to choose, because if you wrong choose the valves, if you choose the valves only according the pipe diameters, you probably will pay much money than normal. Как выбрать диаметр статического балансирующего крана? Если мы будем выбирать диаметр только исходя из диаметра трубы, то мы гарантированно потратим больше денег. Да. Okay, this is flow. Вот это расход. Yeah, this is section square millimeter. Квадратный миллиметр. Yeah. And this is differential pressure. А это давление дифференциала. Okay. When differential pressure is not given by project, Когда по проекту не дается вот это давление, you should choose it around 10 kilopascal or 0.1 bar. и оно выбирается как 10 килопаскалей или 0,1 бар. The relation between flow and differential pressure goes logarithmic like this. Отношение между расходом и давлением дифференциала выглядит вот так. When the flow increases 2 times, differential pressure increases 4 times. Когда расход увеличивается в 2 раза, давление увеличивается в 4 раза. There is another fact which we call it KV. Есть также другой критерий, который мы называем KV. The formula is like this, and we call KV when the valve is open in any tour, I mean 1, 2, 3, 4, 5 tours. Under 1 bar pressure drop, valve passes an amount of the flow. Okay? Когда кран открыт, и получается... Delta P is 1 bar. Okay? И давление по дифференциалу 1 бар. And then you are seeing a flow rate on the flow meter. Okay, that is KV. И вы можете посмотреть на расход на счетчике. И это и есть KV. Yes. Here another formulas for KV with different units. Ну вот еще формулы для KV из других установок. It is too much complicated Но это слишком сложно. calculations which we are already doing it in development stage. Очень сложно, и все эти расчеты, они производятся на стадии разработки. Every valve producer makes these calculations by themselves, and they make long-term tests and equipment, as we are doing in our laboratory. Каждый производитель кранов и клапанов делает вот такие расчеты самостоятельно. И также они производят долговременные тесты и эксперименты. In the result, each static balancing valve, each size, is having a own graphic of. И в результате получается каждый статичный балансирующий кран, он обеспечивается своим каким-то изображением. Between KV, flow and differential pressure and two values of hand valve. И
который зависит от KV, расхода, давления по дифференциалу, движения и маховиков. Yeah. Yes. Okay. And it is like this. This is, for example, DN100 graphic. Вот это такой график для DN100. размера 100 мм. Yeah. Here you see the differential pressure from 0.01 bar to 1 bar. Здесь получается давление по дифференциалу от 0,01 бар до 1 бара. And here, this vertical line, you see the flow. А здесь по вертикальной оси идет расход. Yeah, it's in unit in here, cubic meter per hour. Получается в кубических метрах в час. And here, you see the handwell rotations. I mean, handwell. А здесь повороты вот Okay. этого маховика. And from one, this is where DN100, it opens 8 tours, like here, from 1 to 8 tours. Or, Здесь получается от одного поворота до 8 поворотов. yeah, these parallel lines in here, there is 8 different lines, Получается 8 линий параллельных здесь. shows flow rate of the valve in each tour. Эти линии показывают расход на клапане на каждый поворот. Yeah, yes. Let's make an example in here. I told you that if you don't know differential pressure of your line, so you can take it 0.1 Например, estimated. если мы не знаем вот этого давления по дифференциалу, то можно взять его как 0,1. And then if, for example, you need for cool this room or heat this room, if you need, for example, 17.5 cubic meter per hour. Если, например, для вот этого помещения нам нужен расход 17,5 кубических метров в час, So you intersect these lines on here вам Okay. нужно найти пересечение этих линий здесь, and then draw a parallel line нарисовать параллельную like линию, this, and you will see here some things. You have to open this valve 3.4 tours. и вы увидите, что данный кран нужно будет открыть на 3,4 поворота. Yeah, in each point of all pipement in the building, you are doing this. И на каждой точке всего трубопровода по зданию вы устанавливаете его. Yeah, you now in project base, you know the flow rate of each room. На стадии проектирования вы уже знаете расход в каждой комнате. Yeah, regarding this flow rate, you are just opening or closing the balancing valves, and then by this case you are dividing flow correctly to each zone. В соответствии с этим расходом мы уже знаем, насколько нужно повернуть клапан, насколько нужно повернуть кран на каждом участке. И, соответственно, так меняется и расход. So there are few assembly topics on this static balancing situation. That static balancing valves must assemble returning lines. Есть несколько таких моментов по сборке вот этих балансирующих кранов. Because supply lines always you are forcing the pipes with the pump. Нам нужно обязательно установить обратные линии, возвращающие линии, потому что в питающих линиях они, получается, давят воду с насосов. Yes, and there are much more dirty water until you reach the device. И до того, как до прибора вода дойдет, получается очень много грязной воды. So that's why we are assembling them and returning back lines. Поэтому мы и устанавливаем вот такие возвращающие линии. Yes. And between the elbows, you need to be careful about this distance.
между коленами нужно будет примерно вот такое расстояние вычислить. And this is the correct assembly positions. If you look here, there is two lines here. These are measurement points. Вот это правильное расположение. Если вы посмотрите сюда, здесь две линии. Это точки измерения. Yeah, they are точки измерения. When you leave them like this, because of the dirt inside the water is sticking inside, and you cannot measure them. Если мы расположим его в обратном порядке, то получится грязь, которая в воде, она забьет вот эти. Then you cannot measure the differential И pressure. получается, нельзя будет измерить вот это давление. If you will, you need the necessary. If it is necessary to install it, a supply line, okay, you have to go far from the pump, at least 10 D. D is diameter of the valve, okay. Если все-таки необходимо установить его на питающей линии, установить такой клапан на питающей линии, то его нужно устанавливать подальше от насоса, как минимум 10 D. D это диаметр клапана. So it was the manual balancing presentation side, and this is automatic balancing. А вот то была ручная балансировка, а вот автоматическая балансировка. Yeah. In here, as you see, the red ones are automatic balancing valves. Красным отмечены автоматически балансирующие краны. The main devices is again from half inch to 2 inch traded version of the balancing valve. Основные приборы это это клапана или краны диаметром от полдюйма до 2 дюймов, резьбовые. Traded. Резьбовые. Okay. And after the N65 to 300, we have the cast iron and ductile iron version. От диаметром от 65 до 300 чугунные и из высокопрочного чугуна. On the projects, the symbol of dynamic balancing valves are like this. На чертежах символ или изображение динамического балансирующего крана выглядит вот так. Some dynamic balancing valves includes a body. Динамический балансирующий кран состоит из корпуса, A cartridge, вкладыша, a tab, and крышки a measurement points. и точек измерения. Cartridges are being small or big size, like Вкладыши this, могут быть большими или маленькими. and we are putting one piece in one body here. Мы один вкладыш вставляем в один корпус. Or for the big ones, Для больших we are using composite cartridges like this. мы And используем сложные вкладыши, как according valve is being bigger, the quantity of the cartridge are being bigger, from 1 to с 90. увеличением диаметра крана, соответственно, увеличивается количество вот этих вкладышей. Here, these cartridges flows, you see in here. For brass version, we have 35 different kinds of cartridge that we can supply 35 different flow rates. Для латунных версий у нас получается 35 видов картриджей. Yeah, from half inch to 1 inch. Okay. Размером от полдюйма до дюйма. And 40 different cartridges from 1/4 to 2 inch. И 40 разных латунных вкладышей от размером от 1,1/4 дюйма до 2 дюймов. For the big sizes, we can combine thousands different flow rate. Для
Для Да. более крупных размеров мы можем комбинировать в зависимости от расхода. So it is working like this. We are having a project looking there to see the listing, the zones and the flow rates. У нас выглядит так. У нас, например, есть проект, мы смотрим на чертеж и рассчитываем по расходу. Yes, расходу. And then we are choosing the cartridges. И так мы выбираем вкладыши, Yeah, and put inside the valves. вставляем их в клапан, Write everything on the label and send to Маркируем. customer. Okay. и отправляем заказчику. And then customer is taking them, assembling each point according to their project. Заказчик получает их и устанавливает в соответствии с каждым участком, который указан на проекте. The logic is in here is very simple. There is a spring inside the cartridge. Логика очень проста. Есть пружина внутри этого вкладыша. Yeah. And here there is a section. The windows here is empty, which water can pass. И здесь есть вот такие секции, получается как окошечки. Они открыты, в которые может попасть вода. The situation again according to delta P, I mean differential pressure. Опять же ситуация с давлением дифференциала. So dynamic balancing valves works between a specific delta P range. For example, from 14 to 200 kilopascal or from 10 to 300 kilopascal. If you stay down of that rate or if you go up of that rate, these cartridges will not work. You have to work between this delta P value. Данные картриджи работают в определенном диапазоне давления. И, например, если для этих картриджей определено давление от 10 до 100 килопаскалей, то при превышении или при понижении этого давления эти картриджи работать не будут. If we compare the characteristics between manual balancing and automatic balancing, so here you see the numbers of the valves, and here also. As you see, the dynamic balancing valves quantity are always less than manual balancing. Если сравнивать ручную балансировку и автоматическую балансировку, то вы можете увидеть, сколько клапанов используется на схеме ручной балансировки, сколько клапанов используется на схеме автоматической или динамической балансировки. И, соответственно, в динамической балансировке клапанов используется гораздо меньше. But Но usually the producers' prices are higher on here. Но цены производителей гораздо выше здесь. Yeah. That's why the total cost of balancing valve is being same in any case. И в таком случае общая стоимость балансировки, она примерно одинаковая. Yeah. Then how we will choose which one we will use? The manual balancing valves sensitivity, flow sensitivity is much more rude than the dynamic balancing valve. I mean, dynamic balancing valves flow sensitivity is much more precise. Как же выбрать между ручной балансировкой и автоматической балансировкой? Один из критерий – это чувствительность этих кранов, чувствительность к расходу. Получается, чувствительность кранов в ручной балансировке, она гораздо ниже, чем в автоматической балансировке. Manual balancing, you need to make settings for each valve in the field after installation. I mean, after you assemble balancing valve, you have to finish all pumping and piping, and then you have to clean the system, and then you have to run the system, and some technician should come from our side to you and should measure each valve in the field while the system is working. В ручной балансировке нужно настраивать каждый клапан
на объекте, на месте, после запуска, после установки объекта. Например, после того, как вы установили систему насоса, систему трубопровода, нужно очистить эту систему, запустить ее, и затем наш специалист-техник придет и должен уже замерить, произвести измерения и настроить каждый клапан. Yes. For dynamic balancing valve, there is not such a need. You are assembling and it's warranting the flow. Для клапанов динамической балансировки нет необходимости в таких настройках. Вы устанавливаете все, и они уже идут вместе с клапаном. Yeah. Manual balancing valves does require some special requirements for installation, as I explained to you before. Как я вам уже ранее объяснял, для кранов ручной балансировки необходимо соблюдение определенных требований. So dynamic balancing valves you can assemble wherever you want. No need any special requirements. Никаких требований для установки автоматических кранов не требуется, не существует. So manual balancing valves works good with simply old methods of the valves, which is supplying you no gear and working with always stable RPM. Для клапана ручной балансировки они устанавливаются на простых системах, в которых нет приводов и которые работают на простых RPM. Stable RPM, yes. На стабильных. The dynamic balancing valves more suitable to use together with new generation pumps, which we call them frequent converted pumps, which is giving you some option to change your RPM. Автоматические краны, они используются на более современном оборудовании, на более современных насосах, в которых есть так называемые насосы, которые с конвертируемой частотой. Good. Thank you. If you have questions, I will answer them. Спасибо, благодарю за внимание. Если есть вопросы, я вот готов на них ответить. It's okay. Then finished. Thank you so much for your time. Спасибо большое. Bundan salonu çektim. Ben çektim.